Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Я думаю, что вы уже знаете, что в русском языке очень много дополнительных аффиксов. Аффиксы – это такие дополнительные части слова, которые помогают составлять новые слова. И аффиксами могут быть префиксы, приставки, суффиксы, интерфиксы и другие. В этом видео мы будем говорить про префиксы, приставки, про приставку «о», «об» или «оба». И сразу, это не три разные приставки. Нет, это все вариант одной приставки. Например, вариант «об» мы произносим перед гласными, перед согласными «м», «н» и некоторыми другими звонкими согласными. Например, объехать, обзвонить, обсудить и другие. Приставка «оба» перед несколькими согласными или же перед производными от глагола «идти». Обойти, обогнуть, обогреть. Ну что, посмотрели на варианты приставки «о», а теперь давайте поговорим про функции приставки «о» в русском языке. Точнее, не функции, а какие есть значения у этой приставки. И в первую очередь это движение вокруг предмета или обход его стороной. Обойти, объехать, объезжать, обвести и вообще все другие глаголы движения. А также обогнуть, оглянуться и другие. За 108 минут спутник облетел вокруг Земли. Дорогу ремонтируют, придется объехать это место. Оглянись, рядом с нами никого нет. Вход за углом, надо обогнуть здание. Следующее значение – действие, охватывающее объект со всех сторон. Оглядеть, осмотреть, обдумать, обсудить, обговорить и другие. Он подробно описал свое путешествие по России. Нам нужно обсудить ряд вопросов до встречи. Мне не удалось осмотреть площадку до приезда делегации. Следующее значение – распространение действия на многие объекты, предметы, лица. Объехать, оббежать, обойти, опросить, одарить. Мы обошли все магазины и ничего не нашли. Они осмотрели все залы музея за час. Узнайте, опросите всех, сколько человек поедет с нами. Следующее значение – направленность действия на всех, на все стороны, на всю поверхность. Обсадить, окружить, охватить, облить, окинуть, обгореть, обрасти. Площадку между домами обсадили кустами роз. Родственники сразу окружили меня теплом и вниманием. Не забудь солнцезащитный крем, ты ведь можешь обгореть. На новом месте мы быстро обросли знакомыми и друзьями. Следующее значение – ошибочное действие. Ослышаться, оговориться, оступиться, обознаться. Я оступилась на лестнице и чуть не упала. Это не ошибка, я случайно обознался. Следующее значение – победа, превосходство над другим исполнителем действия. Обыграть, обогнать, обхитрить, опередить, обскочить и другие. Вчера наша команда уверенно обыграла всех. Не переживай, в игре я обойду своих соперников. Как ты смог меня обхитрить? Это же я должна была быть первой. Следующее значение – наделение признаком приобретения некоего признака. Ослепить, оглушить, обновить, ослабить, оживить и другие. Она быстро окрепла после болезни. Жители района самостоятельно озеленили свой двор. Говорят, этот напиток может оживить любого. Свет фар ослепил водителя так, что он был вынужден остановиться.
Следующее значение – возвращение в исходную позицию. Одуматься, опомниться, омолодиться. Я хотела бросить все, но вовремя одумалась. Наступила весна, и природа ожила. А вы не знаете, где можно омолодиться без хирургических процедур? Следующее значение – нанесение ущерба. Обвесить, оговорить, обвинить, обозвать. На рынке продавец регулярно обвешивал покупателей. Меня оговорили, и я ничего такого не совершал. Следующее. Причинение неприятностей из-за излишне интенсивного действия. Объесться, опиться. На дне рождения я так объелась, что, кажется, больше не буду есть месяц. Еще при добавлении приставки «о» к глаголам образуются существительные со значением остаточности. Остаток, окурок, обрубок, обноски. Эта мысль лишила его последних остатков разума. Не бросайте окурки на землю. Также приставка «о» при добавлении к существительным образует слова со значением близости. Окраина, оплечье – все они прибыли с далекой окраины страны. Где вы живете, на окраине или в центре города? А если вы будете добавлять сразу два префикса, префикс «о» и префикс «без», то у вас появляются слова со значением утраты. Обезлюдить, обезножить. Города обезлюдили, села опустели. Или слова со значением удаления, уничтожения. Обезжирить, обезвредить, обезопасить, обеззаразить. Нужно обеззаразить рану. Я принесу перекись. Таким образом вы обезвредите двух зайцев. Обеззаразите и обезжирите кожу. Также у нас могут появляться слова существительные со значением окружения, кругового характера действия или явления. Ошейник, окружение, окружность, округ, округа. Он не выпускал из рук ошейник пса, чтобы тот не сбежал от него. Об этой семье в округе ходили легенды. Нарисуйте несколько окружностей разных диаметров. Вот и все. В этом видео мы рассмотрели приставку префикс «о» в русском языке. Если вам интересно узнать о других приставках, которые есть в русском языке, то смотрите вот этот плейлист. Там уже много подобных видео. На этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.